Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проведем одну простую практику. И благодаря этой практике вы сможете впустить в свою жизнь удачу, достаток и благополучие. Обязательно возьмите желтую монету и обязательно покладите под голову на ночь глядя, точнее под подушку, и проведя одну ночь и проведя эту практику, вы действительно увидите, как ваша жизнь может измениться в самое ближайшее будущее. Как же правильно провести практику и почему именно эту практику мы рекомендуем провести в ближайшее время, друзья, все далее более подробно в этом видео. Наверное, многие из нас замечали о том, что бы они ни делали, как бы они ни старались заработать большую сумму денег для решения каких-то своих вопросов, для закрытия проблем или, как вариант, для покупки чего-то очень большого, нужного и важного, но все равно у людей не получается. Вроде бы хотели бы и финансовой стабильности, но время от времени, когда человек анализирует и понимает, он видит, что все равно итог неутешительный. И такое впечатление, что кто-то не дает вам приблизиться к вашей цели, хотя у вас стоят определенные задачи, и вы знаете, что вы бы хотели изменить свою жизнь. И многие из нас работают с полной отдачей, часто даже в ущерб своей семье, и при этом кто-то, возможно, работает на 2, на 3 работах, работают в субботу, воскресенье, только для того, чтобы заиметь вот то желанное, что люди мечтают очень долгое время. Но в какой-то момент, возможно, вы осознаете, понимаете, что бы вы ни делали, у вас ничего не получается. Иногда такое впечатление, что вы бежите по эскалатору, а этот эскалатор идет в обратную постоянно сторону. И как бы, что бы вы ни делали, вы никак не можете сдвинуться с места. И вот здесь очень важно, чтобы вы не опустили руки. Очень важно, чтобы вы не смотрели на других людей. Не говорили о том, что вот я вроде работаю больше, интереснее, делаю какие-то креативные идеи, делаю больше работы, но в моей жизни все равно не появляется больше денег, не открываются новые какие-то возможности. Хотя если посмотреть на мою подругу, да, или на мою какую-то знакомую соседку, так она какая-то большая молодец, и уже и по карьерной лестнице поднялась, и за границу ездит на отдых, покупает какие-то себе дорогие вещи и так далее, и так далее. Первое, очень важно, чтобы вы никогда не смотрели на других людей, что у них есть. Да, вы можете смотреть, вы можете видеть, что у человека другого есть, но не стремиться именно к этой вещичке, а думать о том, что как вы можете сделать что-то, привлечь к себе что-то большее. Действительно нужно. Бывает так, что человек просто не знает, какие себе ставить цели и задачи. Вы живете, изо дня в день ходите на работу, что-то делаете, приходите домой, готовите ужин, в субботу, в воскресенье отдыхаете, там убираете квартиру, стираете и так далее. Но какого-то такого интереса нет. Попытайтесь увидеть, что у ваших знакомых, что они пытаются, какие ставят цели, к чему они пытаются прийти. Возможно, вы услышите, что кто-то, например, хочет собирать деньги для того, чтобы поехать отдохнуть, в ту же, например, Турцию или, например, в тот же Китай или кто-то в Шри-Ланку. Возможно, вы услышите, что кто-то пытается или желает заиметь квартиру. Сейчас есть же и смарт-квартиры, да, то есть которые намного дешевле, чем обычная квартира. Да, по метражу все-таки многих людей это не устраивает, но знаете, когда вы имеете свою крышу над головой, а не арендованную, это две все-таки большие разницы. Конечно же, поставьте себе для начала цель. Это очень важно, потому что если вы говорите о том, что я хочу иметь $1 000 000, да, или 1 000 000 рублей, неважно, о какой валюте мы будем говорить, но непонятно для каких целей, то в вашей жизни никогда этого не будет, потому что сначала вы должны понимать, что вы хотите, для чего вам это нужно. И вот мы предлагаем вам следующую простую практику. Эта практика передавалась нам от наших бабушек, от наших прабабушек. Она достаточно простая, проверенная неоднократно, но она достаточно эффективна и работает по сей день.
И обращаю ваше внимание, что финансовый достаток точно вас не обойдет. Здесь очень важно, чтобы вы сами осознавали и понимали, что да, вы хотите изменить что-то в своей жизни. Да, вы осознаете и понимаете, что у вас есть определенные цели и задачи. Итак, для проведения этой практики вы можете выбрать любой день. Главное, чтобы вы были в хорошем расположении духа. Главное, чтобы вы не переживали, вы не находились в депрессии, не лили слезы. То есть этого не должно быть, потому что любая практика, которую бы вы не проводили, вся должна проводиться только в хорошем расположении духа. Итак, нам понадобится монетка. Нам понадобится любая монетка, главное, чтобы выполнялось два условия. Первое условие, она была самого крупного номинала. В каждой стране вы знаете, какой у вас является самый крупный номинал. Потому что в России это может быть одна, если мы говорим о, например, Польше, это другие монеты и так далее. И обязательно эта монетка должна быть желтого цвета. И обращаем ваше внимание, что вот именно наши предки использовали именно золотые монеты. Ну, конечно, сейчас такое время, что золотые монеты не у каждого есть. Но здесь даже подойдет и 10-рублевая монета. Итак, друзья, мы с вами выбираем отдельную монету. И та монета, которая действительно, вот вы, знаете, вот вы перебирали, увидели, что да, она вам вот понравилась. И нужно ее не потратить случайно. Вот, допустим, вы сегодня шли, допустим, или вам где-то дали сдачу, да, такой вот монет, вам она понравилась, не старайтесь ее, ни в коем случае уже ее не тратьте, потому что она вам понравилась, вы прямо, знаете, вот почувствовали это, отложите ее отдельно. И далее что мы делаем? В любой день, перед тем, как вы будете ложиться спать, эту монетку нужно нам подготовить. Что мы делаем? Вы ее должны хорошо вымыть, отполировать ее, почистить. Возьмите ее, промойте в соленой водичке. То есть возьмите воду, добавьте буквально щепоточку соли. Все это хорошо размешайте, бросьте эту монетку. Пусть она постоит. После этого промойте под проточной водой. Постарайтесь сделать так, чтобы эта монетка блестела, а не была тусклой. И если она у вас будет такая тусклая, знаете, такое ощущение, что грязная, то, ну, вот результат, но не такой эффективный. Далее, перед тем, как вы уже будете ложиться отдыхать, возьмите нашу монетку и отправьте ее, поднимите подушку и положите по центру, где обычно лежит ваша подушка. После этого, не накрывая подушкой, скажите следующие слова. Денежный хозяин, иди ко мне спать, на мою мягкую кровать, на перину пуховую, на подушку удобную. Хорошо ли тебе спится, хорошо ли тебе лежится, оставайся, доживи до своих детей, внуков, правнуков, приводи сам на постель, а деньги в кошель. Аминь. Затем, после того, как вы сказали эти слова, мы с вами кладем подушку и сами ложитесь спать на эту подушку. В эту ночь никто другой не должен лежать именно на этой подушке, только вы. Обращаю ваше внимание, возможно, в эту ночь вам приснятся какие-то сны, которые помогут вам или подскажут, как вы можете решить свои проблемы. Но это всего лишь такая вот малость информации. Кроме того, вам могут на следующий день кто-то позвонить, кто-то прийти, что-то подсказать, объяснить. И вы поймете, что да, вот здесь я могу действительно заиметь деньги с помощью, например, своих каких-то знаний, что с помощью, например, своего хобби. То есть много различных вариантов, с помощью которых вы сможете действительно это сделать. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, когда вы уже будете ложиться спать, после того, как вы сказали, ни в коем случае ни с кем не разговариваем, не смотрим телевизор и не читаем последние новости в телефоне. Это очень важная информация. А утром что мы делаем? Берем нашу монетку, смотрим на нее. Желательно, чтобы вы ее
поставили на подоконник, именно на солнечную сторону, и пусть тебе там лежит. Например, вы пока готовите завтрак, а после того, как вы будете идти на работу, отправьте ее в кошелек, но именно в то место, где она не будет соприкасаться с другими деньгами и с монетами. И буквально через 3 дня обязательно эту монету потратьте на то есть она может быть совместно с другими деньгами, на то, что действительно вы бы хотели, вам то, что нравилось и так далее. И вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить определенные изменения, которые принесут денежный достаток в вашу жизнь. Вот, друзья, такая простая практика, но в то же время достаточно эффективная, и мы рекомендуем ее провести всем вам. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кто действительно нуждается в этой информации, кому эта информация будет интересна. А прямо сейчас на экране, друзья, видите 2 прямоугольника, и это следующее видео для вас. Выбирайте интуитивно то видео, которое вам более интересно, и обязательно смотрите, там много полезной, важной и нужной информации. Всем желаем жить в достатке и в благополучии.